Здравствуйте, меня зовут Боровикова Ольга Игоревна. Я врач-генетик, гинеколог, специалист ультразвуковой диагностики. Сегодня мы поговорим про циститы. Данное видео снято специально для сайта сбеременность.ру. Цистит – это воспаление мочевого пузыря. Проявляется следующими симптомами. Частое болезненное мочеиспускание малыми порциями мочи. Рези, жжение при мочеиспускании, боль над лоном, частые позывы к мочеиспусканию, иногда ложные позывы, примесь крови в моче. Болеют чаще всего женщины, что связано с анатомическим строением мочеполовой системы. Основным возбудителем цистита является Escherichia coli, которую выявляют у 70% пациентов. Реже встречаются клепсиела, стафилококки и стрептококки. Более редко выявляют другие энтеробактерии, такие как Proteus mirabilis. В большинстве случаев инфекция попадает восходящим путем, то есть из уретры, с наружных половых органов. Крайне редко инфекция опускается через кровь. Различают острый и хронический цистит. Также есть инфекционный и неинфекционный, то есть связанный с другими причинами, к примеру, воздействием ионизирующего облучения, приемом препаратов. При остром бактериальном цистите возникает воспаление слизистой оболочки мочевого пузыря и мочеиспускательного канала уретры. Больные жалуются на болезненное учащенное мочеиспускание, кровь в моче, боль внизу живота. Моча может быть мутной, с неприятным запахом, различными взвесями. Иногда больные отмечают повышение температуры. Для острого цистита характерно острое начало. При наличии 2 обострений в течение полугода или 3 в течение года говорят о хроническом или рецидивирующем цистите. Есть понятие посткоитального цистита. Он возникает после половых актов и чаще всего связан с неправильным расположением уретры. Диагностика цистита заключается в осмотре, опросе, проведении общего анализа мочи, общего анализа крови, бактериологического исследования, то есть посева мочи, проведение исследования отделяемого влагалища для выявления патологической микрофлоры, УЗИ мочевыводящей системы для исключения новообразований и камней. Иногда показано проведение цистоскопии. Это осмотр мочевого пузыря изнутри. Лечение заключается в употреблении большого количества воды, что позволяет смывать микроорганизмы со стенок мочевого пузыря. Применение антибиотиков и препаратов с мочегонным эффектом, демонозы. При выявлении анатомических предпосылок к частым циститам возможно проведение оперативного лечения, к примеру, при дистопии уретры, то есть неправильном ее расположении, и часто возникающих посткоитальных циститах. Если у вас остались вопросы по данной теме, вы можете их задавать в комментариях под этим видео, либо на сайте сбеременность.ру. И напомню, что лечение цистита проводит врач-уролог совместно с врачом-акушером-гинекологом. До новых встреч! До свидания!